Сегодня я научу вас делать бэквард и мега бэквард, если вы, конечно, не умели до этого. Пожалуй, начну с настроек управления. Я не буду объяснять, за что отвечает каждый ползунок, версия помощника и т.д. И никого не собираюсь убеждать, что надо настроить управление именно так. Просто покажу, как настроено управление у меня для моего удобства. Можно сказать, что эти настройки проверены годами. Кстати, ссылка на скриншоты настроек всегда есть в описании каждого видео. Перед тем, как объяснить, как именно делается бэквард, давайте поговорим о самых частых ошибках игроков, из-за которых машину разворачивает, либо дается ачивка огромный угол вместо бэкварда. Самое важное, не надо резких движений. Поворачивайте свой девайс быстро, но в то же время плавно. Вы должны почувствовать момент, когда уже достаточно наклонили девайс. Главное не переборщить с наклоном, иначе вас ждет разворот. Следующий момент. Многие игроки жалуются, что после выполнения бэкварда они получают ачивку огромный угол. Постараюсь максимально кратко и доходчиво объяснить, почему так происходит. Что такое бэквард? Это момент, когда при дрифте задняя часть машины опережает переднюю, или другими словами, это угол дрифта больше 90 градусов. По правилам игры, бэквард засчитывается только тогда, когда вы выходите из угла больше 90 градусов и продолжаете дрифт в ту же сторону. Это самый важный момент, именно из-за этого много игроков не понимают, почему им дают огромный угол. В общем, если вы после исполнения дрифта с углом больше 90 градусов сразу делаете перекладку и продолжаете дрифт уже в другую сторону, то игра бэквард не засчитает, и вы получите огромный угол. Теперь нам надо разобраться, как выйти из бэкварда. Чтобы это сделать, можно помочь себе ручным тормозом, кратковременно нажав на него. Это поможет избежать разворота и вытащить машину из глубокого угла. Также очень важно, чтобы двигатель не потерял обороты, поэтому не лишним будет понизить передачу. Конечно же, на мощной машине выполнить бэквард гораздо проще. В бэкварде можно проходить хоть каждый поворот, но это негативно скажется на количестве очков, так как сильно теряется скорость. Поэтому, когда освоите эту технику, тщательно выбирайте места для бэквардов. Как правило, лучше всего выполнить бэквард после хорошего разгона в узких и крутых поворотах. Все вышесказанное также можно отнести и к мега бэкварду. Чтобы получить мега бэквард, вы должны как можно дольше продержаться в углу больше 90 градусов и при выходе из этого угла сохранить как можно больший угол. То есть вам нужно продолжить дрифт в ту же сторону на большом углу. В принципе, я рассказал вам все, что хотел про эту ачивку. Дальше последует нарезка бэквардов и мега бэквардов от первого лица. Надеюсь, понаблюдав за моими действиями, вам будет легче усвоить полученную информацию. Я очень жду ваших комментариев по поводу этого видео, что понравилось, что не очень, стоит ли дальше делать ролики в подобном формате. В общем, успехов вам на гоночном треке и огромной удачи по жизни. Еще увидимся.
Все вышесказанное также можно отнести и к мега-бэкварду. Чтобы получить мега-бэквард, вы должны как можно дольше продержать... Я очень жду ваших комментариев по поводу этого видео, что понравилось, что не очень, стоит ли дальше делать ролики в подобном формате. В общем, желаю вам огромной удачи, и дачу в придачу.